Из-за, благодаря. Хм. Из-за чего, благодаря чему. Что это? Как использовать? Вы знаете эти русские предлоги? Сегодня в видео я расскажу вам, что сейчас происходит в России, что нового. Это будет небольшое видео, и мы будем практиковать эти два предлога. Внизу в описании есть ссылки, я загружаю транскрипции, ссылка внизу. Также есть бесплатный файл с разговорными фразами, ссылка внизу, вы можете скачать бесплатно. Я даю уроки, все ссылки внизу в описании. И сейчас, что нового в России? Хочу вам немного рассказать, что происходит, что сейчас в России в 2023 году. Недавно я ходила в магазины, на этой неделе я ходила в магазины, цены стали выше, и, конечно, это печально. Из-за высоких цен я не хочу ничего покупать. Я думаю, что из-за высоких цен я буду покупать меньше, чем раньше. Я и так стремилась к минимализму, но сейчас точно я буду так делать. Также я заметила, что цены стали выше и на продукты, цены растут каждую неделю. И, конечно, из-за высоких цен на продукты нужно выбирать каждый раз. Нужно искать, где цены ниже, потому что в разных магазинах цены разные. Еще из-за разных факторов рубль упал, и, конечно, в России высокая инфляция, да, цены на все становятся выше из-за инфляции. Почему рубль падает? Ой, из-за чего рубль падает? Ой, это трудный вопрос. Это вопрос к экономистам. Я думаю, я знаю несколько причин, но мы не будем говорить об этом здесь. Конечно, из-за инфляции люди начинают нервничать, люди начинают покупать что-то. И вообще из-за всей этой нестабильной ситуации люди находятся в стрессе, люди не знают, что будет завтра. Но это не очень хорошо влияет на всех людей. Но при этом я вижу, что люди продолжают гулять, продолжают что-то покупать. Еще я забыла сказать, в России у нас сейчас активно работают маркетплейсы. Раньше люди покупали что-то в магазинах, сейчас люди ищут дешевые товары на маркетплейсах. Как мне кажется, лично для меня из-за этих маркетплейсов мне стало труднее искать. Я смотрю что-то в магазинах, и я смотрю онлайн, я трачу время и там, чтобы найти что-то недорогое. И цены меняются у них очень быстро. Иногда цены ниже, они делают скидки, иногда цены выше. Недавно я сделала заказ. На следующий день я открыла свой заказ, и этот товар стал дешевле на 20 или 30%. Я расстроилась, и я отменила заказ. Я решила, что я сделаю его чуть позже, и потом я решила, что мне это не нужно. Что еще интересного сейчас в России? Рынок автомобилей изменился, цены очень сильно тоже выросли, но люди покупают машины. Люди продолжают жить, люди продолжают стремиться к чему-то лучшему, люди продолжают покупать, но они ищут какие-то варианты лучше. И, возможно, я думаю, это так, люди сейчас покупают меньше. Люди покупают машины дешевле. Если они планировали купить какую-то дорогую машину, они выбирают что-то более дешевое, другое. Или если они хотели сделать какой-то дорогой ремонт, они понимают, что этот ремонт теперь стал еще дороже, и они делают ремонт
более простой, не такой дорогой. Какие еще изменения в моей жизни? Из-за плохой погоды я в последнее время мало гуляю. Из-за частых дождей я сижу дома. М, Из-за своей кошки я просыпаюсь рано. Она будет меня. Что еще такого случилось? Из-за личных причин я не путешествую, я нахожусь в Санкт-Петербурге. А сейчас позитивные моменты. Благодаря тому, что я в Санкт-Петербурге, я могу общаться со своей семьей, я могу помогать им. Я думаю, это прекрасно, когда я путешествую, мы общаемся онлайн. Я не могу быть рядом. А сейчас, благодаря тому, что я в Санкт-Петербурге, я могу проводить больше времени со своей семьей. Благодаря тому, что я сейчас в Санкт-Петербурге, я могу общаться со своими друзьями, я могу праздновать вместе с ними их какие-то праздники, день рождения их детей, м, любые праздники. Я могу также проводить время с ними. Мне кажется, это прекрасно. М, Благодаря чему? Можно начать сначала. Благодаря своим родителям я родилась на свет. Благодаря своей маме я научилась каким-то домашним делам. Благодаря своему папе я научилась ездить на велосипеде. Благодаря учителям в школе я научилась читать и писать. Благодаря своим родителям я получила образование. М, Благодаря своим друзьям я такая, какая я есть. Благодаря себе, своему характеру и своим родителям я сейчас такая, какая и есть. Благодаря своим друзьям я обычно узнаю последние новости. Благодаря вам я могу делать эти видео. Благодаря вашей поддержке я могу продолжать этот канал. Если у вас есть возможность, вы можете поддержать мою работу. Ссылка на донаты будет в комментариях. Благодаря своим студентам у меня есть деньги на жизнь. Благодаря своей работе, конечно. А, Я могу покупать продукты, я могу жить и покупать что-то. Вы изучаете русский язык. Вы уже неплохо знаете русский язык. И благодаря русскому языку что вы можете? Благодаря русскому языку вы можете говорить с русскоговорящими. Благодаря русскому языку вы можете читать какие-то статьи в интернете на русском. Благодаря тому, что вы изучаете русский язык, вы узнаете также культуру и традиции в России. Благодаря тому, что вы изучаете русский язык, вы тренируете свой мозг. Это интересный процесс. Благодаря этому вы становитесь лучше, как мне кажется. У людей разные интересы, вы можете заниматься чем-то другим тоже. Но вы выбрали иностранные языки, вы выбрали русский язык, и благодаря русскому языку вы тоже учитесь чему-то и получаете что-то. Поэтому я думаю, благодаря русскому языку вы становитесь лучше. Из-за того, что темнеет, мне нужно заканчивать. Свет уже плохой. Спасибо, что посмотрели это видео. Внизу будут ссылки на материалы. Я записываю подкасты. Что еще у меня есть? Хороший вопрос. Вы можете поддержать мою работу, вы можете поддержать мой канал. Также я загружаю транскрипции ко всем моим видео. Вы можете найти транскрипции по ссылке внизу. Есть аудиофайлы, вы можете слушать эти файлы. Сегодня мы изучали благодаря и из-за эти предлоги. Надеюсь, это было понятно. Пишите в комментариях все вопросы. У меня есть еще похожие видео с интересными и необычными фразами.
для уровня Intermediate. Смотрите это видео. Также до скорой встречи!